Физическое и психическое развитие. Пожалуй, для начала следует усвоить истину, что ребенок — это не взрослый в миниатюре, а имеет свои совершенно определенные особенности, которые необходимо учитывать. У каждого возраста свои особенности. Запомните, что характер ребенка формируется с первых дней его жизни в общении с вами. Начинается формирование характера с условных рефлексов, положительных и отрицательных. Забота родителей, чтобы положительных условных рефлексов было побольше, а отрицательных, естественно, поменьше. Положительные условные рефлексы возникают на регулярное питание, регулярные же гигиенические процедуры, общение, ласки. Во всем, что касается ребенка, должны чувствоваться порядок, режим. Ребенок должен ощущать заботу. Но если вы будете непоследовательны, раздражительны, а порой даже злы, ведь бывает так не хочется подниматься ночью, пеленать ребенка, да еще если тебе, папа, рано утром, на работу, то и у ребенка сформируется характер нервный, и это будет мешать ему, и не только ему, всю жизнь. В первые же дни, как вы приехали домой из роддома, вас и вашего ребенка обязательно посетят медицинская сестра и участковый педиатр. Не стесняйтесь, задавайте им любые вопросы, касающиеся вашего ребенка и ухода за ним. Рекомендуется регулярно взвешивать ребенка. Это можно делать в условиях поликлиники. Но удобнее, конечно, дома. Где взять весы? В прежние времена это было проблемой. Теперь при желании можно купить, кажется, все. А для собственного ребенка чего не сделаешь. На первом году жизни не помешает контролировать самостоятельно прибавку в весе с помощью таблицы, в которой ось абсцисс — вес ребенка в граммах, а ось ординат — месяцы или недели жизни. В норме кривая линия, которая получается у вас на этой таблице, должна быть плавной, без резких скачков вверх или вниз. Если на протяжении нескольких дней линия держится на одном уровне, не следует волноваться. Когда ребенок здоров, когда у него хороший аппетит, он наберет нужный вес. Педиатры определяют индивидуальный долженствующий вес ребенка, прибегая к помощи всевозможных мудрых формул и вычислений. Родителям достаточно знать, что их ребенок в первые 3 месяца жизни при нормальном развитии должен ежедневно набирать от 20 до 30 граммов веса. Не перекармливайте детей. Толстый ребенок еще не значит красивый. Повышенный вес – не гарантия от заболеваний. Как правило, молодые мамы и папы в первое время боятся даже взять новорожденного на руки. И это не случайно. Они ведь не знают, как правильно брать малыша. Он такой хрупкий и нежный, маленький. Нельзя поднимать ребенка за руки. Нельзя держать ребенка так, чтобы была запрокинута назад его головка. Голову ребенка обязательно надо поддерживать. Правильно держать ребенка научиться несложно, ребенок практически лежит у вас на левой руке, а головка придерживается локтем, правой рукой вы поддерживаете ножки. Иными словами, необходимо, чтобы тельце малыша имело 3 места опоры, затылок точка, на уровне лопаток и на уровне таза. С самых первых дней не нужно нянчить ребенка, не следует без особой на то нужды брать его на руки, укачивать, убаюкивать. Ребенок быстро привыкает к такому обращению и уже не может без него, требует его, капризничает. И если мама, в другой раз занятая, не может снова нянчиться с ним, ребенок пускается во все тяжкие, поднимает крик. Хочешь не хочешь, приходится уступать. Так ваш малыш становится избалованным. Не надо впадать в панику при первом же крике ребенка. Вообще в первые месяцы жизни ребенок довольно часто кричит. Но крик его — это не только сигнал о некоем неблагополучии или нужде. Крик — это еще и гимнастика. Во время крика задействуются многие группы мышц — шейные, грудные, брюшные.
и крик просто необходим для их развития. Материнский инстинкт так и толкает маму к ребенку, который закричал. Инстинкты – вещь серьезная. Бывает, мама места себе не находит, пока ребенок кричит. Но не спешите идти к ребенку на крик. Пусть он покричит пару минут. Крик полезен и для его легких, чтобы расширялись, чтобы в них в полном объеме происходил газообмен, и для некоторых групп мышц, как мы уже говорили выше. Но если ребенок не успокаивается, тогда надо поискать причину его плача. Причин может быть несколько. Ребенок сходил в пеленки. Ребенок чувствует дискомфорт, например, давит шовчики-распашонки. Ребенок голоден или его мучает жажда. В первом случае ребенка надо перепеленать. Во втором случае пересмотреть его одежду. Опытные мамы знают, конечно, что распашонки надеваются наизнанку швами наружу, чтобы они не терли и не давили на нежную кожу ребенка. Ну а в третьем случае надо просто посмотреть на часы, не пришло ли время кормления вашего малыша. Если это время еще не пришло, не следует торопиться и нарушать режим дня. Надо выждать. Ведь режим — это система, к которой ребенок привыкает и в дальнейшем на нее, как на основу, опирается. А организм, по наблюдениям ученых, очень любит всякого рода системы, угадывает в них ритм, приспосабливается к этому ритму и уж затем движется, растет и развивается на этом ритме, как на автопилоте. Разберитесь. Быть может, ваш ребенок просто хочет пить. Дайте ему кипяченой водички с чайной ложечки или сладкого чаю. Если ребенок все еще не успокоился, нужно поискать причину в состоянии его живота. Вспомните, давно ли у ребенка отходил стул. Маленьких детей часто мучает так называемый метеоризм, скапливаются газы. Животик в этом случае твердый и несколько увеличен в размерах. Помогите ребенку, легким поглаживанием ладонью помассируйте ему животик, поработайте его ножками, сгибать их, прижимая коленочки к животу, поменяйте несколько раз положение тела. Некоторые мамы, видя в явлении метеоризма нарушение пищеварения, регулярно дают ребенку с чайной ложечки отвар ромашки, укропную воду и другие чаи. Это помогает, но не всегда. Иногда приходится прибегать к помощи специально. Резиновой трубочки. У такой трубки закругленный гладкий конец и несколько боковых окошек. Перед применением трубку надо обязательно прокипятить, потом смазать кончик вазелином или вазелиновым маслом и ввести, без усилий, малышу в задний проход. Как правило, эта процедура помогает. Через минуту-другую газы отходят, иногда вместе с каловыми массами, ребенок успокаивается, его живот становится мягким на ощупь. Если у вас ничего не получается и с трубкой, срочно вызывайте врача. Вообще не стесняйтесь вызывать врача к своему ребенку. Лучше ошибиться в эту сторону, вызвать педиатра лишний раз, нежели легкомысленно полагаться на авось. Укропная вода или настой фенхеля – давно испытанное средство против болей в животе. Но не надо злоупотреблять этим средством, как злоупотребляют по незнанию некоторые мамы, когда дают ребенку настой фенхеля для утоления жажды. Это касается и настоя ромашки и мяты. Когда ребенок хочет пить, лучше давать ему фруктовые чаи, слабенький байховый чай, кипяченую воду, можно и минеральную воду, из тех, на этикетках которых указано, что можно использовать и для грудных детей. Некоторым молодым родителям кажется, что их ребенок мочится слишком часто. Следует знать, что в первую неделю в норме до 10 раз в сутки. Впоследствии эта цифра увеличивается. Расчет прост, мочится ребенок приблизительно 3 раза на каждое кормление. То есть до 20 раз в сутки. И от 1 до 3 раз в сутки отходит стул. Знание этого необходимо при расчете количества пеленок.
Чтобы родители не пугались, им будет не лишне знать, что первородный кал ребенка, меконий, очень темный. В дальнейшем стул светлеет, становится желтого цвета. Вследствие того, что младенец еще слишком слаб и мышцы шеи у него не развиты, движения головы ограничены. В менее проветриваемых местах, на затылке, на шейке, временами проступает пот. Если его не удалять своевременно, может возникнуть раздражение в указанных местах в виде мелкоточечных красных высыпаний. Это так называемая потничка. Если и далее не обращать на нее внимания, то раздражение под воздействием нового пота может усилиться. При присоединении инфекции возникают даже гнойнички. А это уже серьезное осложнение. Чтобы не допустить его, устраняйте время от времени выступающий пот салфеткой. Если вы контролируете вес ребенка по таблице, то помните, она должна медленно и плавно подниматься. К концу 4-й недели жизни ребенок должен весить около 4 килограммов. Но не волнуйтесь, если он весит 3,5 килограмма. Надо учитывать и индивидуальные особенности. То же самое касается и роста. У нормального доношенного ребенка длина в среднем 50 сантиметров. В первые несколько месяцев жизни ребенок подрастает сантиметров на 5. Но если вы узнали, что чей-то ребенок побольше, не переживайте. Не забывайте обращать внимание на состояние пупка у ребенка. У некоторых детей, особенно у беспокойных, которые любят покричать, при крике пупок несколько выпячивается. Иногда же пупок образует при крике или при кашле довольно значительную выпуклость, достигающую иной раз величины грецкого ореха и более. Это пупочная грыжа, которая возникает вследствие слабости брюшной стенки. Если вы заметили такую грыжу, незамедлительно проконсультируйтесь с вашим участковым детским врачом. Бывают случаи, приходится делать операцию, но чаще всего грыжа устраняется сама, когда ребенок через несколько месяцев наберет в весе и когда сильнее разовьется жировая ткань.